Welcome, young explorer. My name is HLNA, and I'm going to be your teacher. Всем выжившим привет! Вы наверняка знаете, что на июнь 2024 года планируется выход нового Ark Mobile, и сейчас можете наблюдать знакомую ситуацию. Ровно как и перед Новым годом, когда было заметное снижение онлайна игроков на многих серверах. Все ждали обновления мобильной игры Ark 2.0 с надеждой, что разработчики изменят программный код, который избавит всех от читерства, а оптимизация игры позволит с наслаждением начать новое выживание. Но разработчики выход игры перенесли, и самые преданные игроки начали возвращаться на сервера, несмотря на повальное читерство. Итак, Ark Mobile продолжал жить в весьма интересной спайке игроков и читеров, а разработчики продолжали оптимизацию и обновление игры. И вот приближается заветная дата выхода Ark Mobile на новом игровом движке, но официальной информации и по сей день так мало, что популярные западные блогеры просто начали в догадках пересказывать версии друг друга, не зная, кто из них будет прав. Дошло до того, что некоторые всерьез начали утверждать, что нового Ark Mobile не будет. И в утверждениях этих блогеров тоже есть здравый смысл. Так как на разработку мобильной игры Ark 2.0 было затрачено много ресурсов, как человеческих, так и финансовых. На дату выхода игры в 2018 году это был шедевр в мире мобильной игровой индустрии. Бесплатная мобильная игра Ark Survival Evolved была практически разработана заново, с уникальной механикой и донатной системой, которая существенно ускоряла весь процесс развития в игре. А добавление заданий в игру позволяло новым игрокам быстрее оптимизировать свои действия и увидеть для себя сюжет личного развития в мире Арка. Итак, Арк стал поистине мобильным, ускорив для игрока как знакомство с игрой, так и развитие персонажа. Количество опытных игроков в Ark Mobile заметно и быстро росло. Но вся та бездонная глубина возможностей и сценариев развития в игре, которую заложили разработчики, втягивала игроков в мир приключений глубоко и надолго. Возможность игрока быстро подняться и ускориться в развитии за день до такого уровня достижений, на который у других соперников уходят дни или даже недели, это привлекательно, не правда ли? Естественно, что такая игра привлекла к себе внимание конкурентов из индустрии мобильных игр и тех людей, которые хотели бы воспользоваться игрой в качестве собственной финансовой наживы. Итак, в игру начали заходить читеры, преследуя свои разные цели, которые, по сути, ломали Ark Mobile и разрушали смысл соперничества между игроками. Трайбы и кланы теряли все свои достижения в считанные минуты, горечь ситуации захлестнула многих игроков. И в жалобах на официальных форумах не было предела возмущения игроков. Стало очевидно, компания с мобильным проектом в результате потерпела фиаско в данной индустрии и ушла в минус, потратив на разработку мобильной версии значительные финансовые затраты. Чего же теперь ждать от мобильной версии игры? На что можно надеяться игрокам, которым без устали интересна вселенная Арка и выживание на его фантастических инопланетных мирах, где волшебным образом сочетается сказочность забытых времен и манящие человечество технологии будущего. Будут ли доступны эти миры для тех, кто использует только мобильные устройства? Давайте же попробуем с оптимизмом проанализировать данную ситуацию.
Предположим, что обновление действительно готово. И уже совсем скоро мы увидим огромную вселенную Арка на своих смартфонах. Мобильный Арк откроет для игроков путешествия между мирами, и станут доступны такие карты, как Выжженная Земля, Аберрация и Вымирание. Приобретая эти карты, вы сможете обзавестись новыми питомцами, ресурсами и предметами, которые сможете перемещать между серверами, используя терминалы на обелисках. Больше не понадобится накапливать древний янтарь, чтобы купить билет для перехода на другой сервер с новой картой. Путешествие между мирами станет обыденным занятием, таким же, как приручение динозавров или поход за фармом ресурсов. А администраторам серверов желательно будет покупать патчи с новыми картами, чтобы создать кластер из нескольких миров на одном хостинге и обеспечить игрокам общее пространство между мирами. К сожалению, придется попрощаться не только с трансферными билетами, но и с другими предметами из магазина Primal Pass. И это будет поистине грустная история. Так как полюбившиеся игрокам всевозможные бальзамы для приручений, сыворотки для сражений, крафт-станции и многие другие премиальные предметы, которые значительно облегчали выживание и делали игру более насыщенной, больше не будут доступны в консольной версии игры. Но, возможно, мы с вами увидим некий симбиоз мобильной и консольной версии Арка, где разработчикам удалось совместить в одной игре лучшее из данных механик геймплея. Тогда это будет действительно похоже на чудо, которым можно будет наслаждаться еще долгое время. Уверен, что-то такое и планировала компания при создании Ark Mobile. Но на сегодняшний день информация об игре покрыта завесой коммерческой тайны, и игрокам остается лишь гадать, каким будет Ark Mobile. Будет ли он способен возрождаться как сущность динозавра из импланта, чтобы принять очередной бой в жестком мире выживания? На этот вопрос ответит только время. А мы с вами можем надеяться на лучшее для вселенной Арка и поддерживать своим онлайном администраторов на серверах, которые на данный момент продолжают заботиться об безопасности и обеспечивают игрокам и трайбам незабываемое чувство соперничества и наслаждения игрой. Ну а я с вами прощаюсь и до встречи в мобильном мире Арка. Всем пока и удачи вам в выживании!